Кроссоверы и внедорожники, безусловно, правят миром, но универсалы в Европе по-прежнему держат свои позиции. С 2016 года растущая популярность Octavia и Superb Combi сделала Шкода лидером в этом сегменте на континенте. А с 1998 года общие продажи универсалов марки превысили 3,6 миллиона автомобилей. На Мюнхенском автосалоне чешская компания «Шкода», часть немецкого концерна Volkswagen, показала эффектный концептуальный универсал Шкода Vision O. Такой «Шкода» мы еще точно не видели, смелый дизайн, стильные линии и намек на будущее, где универсал может быть не только практичным, но и реально впечатляющим. Похоже, у универсалов еще есть будущее. Шкода показывает, как может выглядеть новая Octavia, с легким налетом того, что бренд называет развитым дизайнерским языком Modern Solid. Детали концепта выглядят так, словно готовы к конвейеру, и вызывают интерес даже у тех, кто обычно равнодушен к универсалам. С концептом Vision O Шкода обещает сохранить универсалы даже в эпоху электромобилей. Кузов остается практичным и узнаваемым, но почти все остальное – сигнал о том, что привычные бензиновые модели уходят в прошлое. Шкода перестраховывалась с дизайном экстерьера, стараясь угодить максимально широкой аудитории. Но последний концепт Octavia – прямо-таки смелый ход со всех сторон. И вот перед нами прообраз будущей Octavia, уже полностью электрической. Правда, пока не ясно, останется ли она чистым электромобилем или получит вариант с ДВС для увеличения запаса хода. Возможно, в будущем нас ждут сразу две Octavia. Одна электрическая, другая с привычным бензиновым мотором. Vision O выглядит гораздо впечатляюще, чем Volkswagen ID.7 Tourer аналогичного размера. Он выбирает четкие грани вместо мягких изгибов, создавая образ более собранный и современный. Формально это следующая ступень стиля Modern Solid. Чистые линии и лаконичные формы, но передняя часть получила новое звучание T-Club. Тонкая оптика сверху и нижний воздухозаборник с активными жалюзи образуют замкнутый контур. Радиаторной решетки нет, вместо нее световая графика с подсвеченным логотипом. А Т-образные задние фонари умеют анимированно общаться с окружающими, показывая, когда включены автономные режимы. В угоду обтекаемости этот автомобиль полностью погружается в минимализм. Меньше складок, тонкие фары и дверные ручки, скрытые вровень с гладким кузовом. Легкосплавные диски были аэродинамически оптимизированы, и чистый капот снижают сопротивление воздуха и помогают увеличить запас хода. А еще распашные двери. Да, кто-то скажет, что это непрактично, но в мире концептов немного пафоса еще никому не мешало. Длина Vision O составляет 4850 мм. Это больше, чем у Octavia, но чуть меньше, чем у Superb в кузове универсал. Зато по ширине он обходит обоих конкурентов, достигая 1900 мм. Как и большинство электромобилей, он немного выше своих бензиновых и дизельных собратьев из-за аккумулятора. Его высота ровно 1,5 метра. А на таких больших колесах он выглядит не просто солидно. Появляется легкий намек на внедорожный характер, даже несмотря на то, что по сути это городской автомобиль. Внутри просторный салон почти не похож на привычные современные модели Шкода. Интерьер, как и экстерьер, выполнен в чистом и лаконичном стиле. Светлые тона, простые линии, минимум лишнего. Дизайнеры компании хотели, чтобы интерьер больше напоминал уютную гостиную, чем салон автомобиля. Хотя это концепт, передняя панель выглядит вполне готовой к серийному выпуску, то есть продуманная и функциональная. Только что BMW представила систему панорамик Vision iDrive в новом iX3, но у Шкода он со своим прагматичным уклоном. Прямоугольный экран размером более 1,2 метра. На нем отображаются и приборы, и данные медиасистемы, и он почти полностью занимает ширину приборной панели. Информационно-развлекательная система управляется привычно через сенсорный экран на центральной консоли в портретной ориентации.
который не поглотил все физические элементы управления, поскольку осталось несколько переключателей для регулировки температуры и скорости вентилятора. Также доступна обновленная версия личного автомобильного помощника Laura. Она поможет делать заметки о встречах, выбирать, где поужинать, и облегчать все ваши маленькие повседневные заботы. Для последнего, возможно, придется подождать более позднего обновления по воздуху. Буква «О» в названии явно намекает на круг, символ полного цикла жизни продукта. В отделке применены переработанные и биоматериалы, сиденья обиты переработанным трикотажем, а подголовники сделаны из термопластичного полиуретана с 65% растительного сырья. Напольное покрытие из переработанной кожи набора. Интерьер не только экологичен, но и практичен. В дверцах есть вместительные отсеки с откидывающейся вверх крышкой. Среди практичных фишек, которыми славится Шкода, есть удобные вещи. Встроенный холодильник для прохлады напитков, отделение для зарядных кабелей в багажнике и 2 беспроводные зарядки на центральной консоли с магнитным креплением, чтобы телефон в повороте не улетел под сиденье. Чтобы музыка была всегда под рукой, предусмотрена портативная Bluetooth-колонка, которую можно спокойно взять с собой. И да, в дверях по-прежнему есть зонты. И, конечно, не забыли о панорамной крыше. Она тянется до самой задней части. Благодаря этому универсал визуально кажется еще просторнее. Почти плоская линия крыши делает салон максимально просторным, места хватит и для пассажиров, и для их багажа. Объем багажника составляет 650 литров с поднятыми задними сиденьями, а если сложить их, получаем более 1700 литров. Технические характеристики Шкода Vision O пока остаются загадкой. Кроме габаритов, ничего не известно. Производитель не уточнил, связана ли концепция с ID.7 Tourer и архитектурой MEB. Если нет, то серийная версия, скорее всего, построится на новой платформе SSP, которая станет основой для полностью электрического Golf следующего поколения в 2029 году. Что точно известно, будущая Octavia получит задний привод с одним мотором в стандартной комплектации, а двухмоторный полный привод будет доступен как опция. Ожидается, что Vision O станет будущей моделью Octavia и появится на рынке примерно в 2028 году. А пока текущая версия с ДВС получит обновление уже в следующем году, чтобы оставаться актуальной для тех, кто еще не готов прощаться с двигателями внутреннего сгорания. Vision O – редкий сегодня концепт, одновременно красивый манифест и практичный инструмент для дизайнеров и инженеров. Он берет ДНК популярных универсалов Шкода, переворачивает ее в стиле Modern Solid и приправляет продвинутыми сервисами с искусственным интеллектом и продвинутой эргономикой. Будет ли на табличке Superb или Octavia, не так важно. Главное другое. Шкода явно хочет сохранить атмосферу лучшего универсала Европы в эпоху электричества, и Vision O наглядно показывает, как это можно сделать. Если наш обзор вам понравился, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. В мире автомобилей всегда что-то новое, и мы готовы делиться с вами самыми свежими новинками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Желаем удачи на дорогах и безопасных путешествий.